Меня зовут Антон Пушной, а это моя мастерская классических американских автомобилей в Москве. Еще в конце 80-х годов отец привил мне к ним любовь. Автомобили — это моя страсть. Как и в любом деле, главное — это команда и любовь к процессу. Я объединил лучших специалистов, и каждый наш проект мы доводим до совершенства. Мы занимаемся полным циклом восстановления и кастомизации автомобилей. Крутые, эксклюзивные, дерзкие. В рамках мастерской мы собрали с нуля большое количество легендарных американских автомобилей. Chevrolet Chevelle 70-го года, Dodge Charger 69-го года и прочие легенды своего времени. Люди обращаются к нам не за тем, что им нужно, а за тем, о чем они мечтают. Ведь никогда не поздно иметь счастливое детство. Это Retro Legends Garage. Друзья, всем привет! С вами новый выпуск Retro Legends Garage. Сегодня мы продолжим сборку нашего крутейшего проекта Mustang GT500 Eleanor 68 года. Кузов у нас полностью готов, подвеска с рамой тоже. И сегодня мы попробуем впервые соединить их вместе. Для этого мы извлекли уже двигатель, потому что он у нас просто не проходит между лонжеронов и будет установлен только лишь сверху. А сейчас нам надо будет разобрать переднюю подвеску, чтобы положить лонжероны в специальные установочные места на раме. Итак, кузов наверху, теперь мы можем заняться подвеской, для этого мне нужна будет помощь Димы. Дим. Вдвоем это сделать будет куда быстрее, Дима займется одной стороной, а я другой. Большой плюс в том, что в комплекте с Roadster Shop Chassis идет полный крепеж для рамы в стоковые места подвески. То есть, допустим, вот промежуточное крепление у нас ставится на место, где раньше стоял задний амортизатор. То есть в комплекте идет втулочка, специально выточенная под отверстие. То есть нам не нужно ничего доваривать и так далее. Мы просто ставим, притягиваем и затем прикрепляем к раме. В комплекте у нас также идут вот такие вот толстые резиновые уплотнители. Они приклеиваются на раму и на них ставится лонжерон сверху, дабы избежать всяких, наверное, неприятных звуков, скрежетов и так далее. Дим. Мы переставили опоры подъемника уже теперь под раму непосредственно, подняли всю нашу собранную конструкцию наверх. И сейчас я пробежал взглядом, проверил все точки креплений. Здесь встает все в места посадочные сережек рессор задних. Все попало, все встало на свои места. И в принципе я доволен результатом. Мы почти с первого раза поставили
все это на место. Еще раз повторюсь, что большой плюс этой конфигурации Chassis от Roadster Shop в том, что он встает на родные места посадочные. Да? У них есть еще одна модификация, она более дорогая, там уже независимая задняя подвеска, редуктор полуоси, но чтобы ее поставить, требуется распилить полностью всю заднюю часть машины, полы, спинка заднего сиденья, багажник и сварить заново. Нам же хотелось более простую модификацию, поэтому выбрали первый вариант. И он встал потрясающе. Все стоит на своих местах, нам осталось только затянуть болты, все протянуть и опустить сейчас кузов обратно на землю, вниз. Наступил момент примерки двигателя. Для этого мы снимаем капот и подвозим. Мы его отсоединили от коробки передач. Мы ее будем ставить потом, поскольку сразу в данной конфигурации все это не поставить. Будем ставить отдельно мотор и отдельно потом снизу коробку. Вот и настал этот момент, когда у нас соединился вместе кузов, рама и двигатель. Теперь нам предстоит вымерить все необходимые величины, а именно сейчас важный момент — это выхлопные коллектора. Дима будет их изготавливать с нуля, кастом, и нам нужно вымерить, сколько у нас под них места, а именно замерить расстояние между моторным щитом и самим двигателем. Там все очень тесно, поэтому Диме придется попотеть. И действительно, задача стояла очень сложная – уместить эти огромные громоздкие коллектора в довольно-таки узком пространстве. Коллектора мы изготавливали 4 в 1. Ну и вообще, что такое коллектора? Коллектора – это основополагающая деталь выхлопной системы, которая необходима для того, чтобы отводить отработающие газы из камеры сгорания дальше в выхлопную систему. Ребята из ShedSkill изготовили для нас специально фланцы толщиной 10 мм. И мы также докупили трубу нержавеющую 42 мм для раннеров, кучу отводов и начали моделирование. Для моделирования нам очень пригодились пластиковые шаблончики, которые позволили изначально уже задать определенную геометрию раннеров, чтобы в дальнейшем упростить работу и не заморачиваться с постоянной подгонкой, отпиливанием, распиливанием. В итоге мы взяли эти пластиковые шаблоны, просто их соединяли, смотрели, куда нужно сделать отводы раннеров. Ну, соответственно, у нас получилась уже некая готовая деталь. После того, как изготовили все раннеры из пластика, все нужно было перенести на металл. Соответственно, у нас облегчалась задача тем, что все пластиковые шаблоны были уже под размер нашей трубы, наши отводы. В принципе, проблем не было с тем, чтобы сделать идентичный отрезок раннера.
Но в металле все равно так или иначе где-то ведет, чуть-чуть по геометрии не попадало, это нормально. Поэтому приходилось все сегменты отдельного раннера прихватывать на точке, опять прикладывать к фланцам, приваривать его к фланцам и уже досконально смотреть, все ли проходит нормально или I нет. go over anything like ranch. Facts. Think I want a yacht and a ranch. Yes. Hit the boulevard and hit my dance. Everybody wanna be a boss, but they can't. But they motherfucking can't. I go over anything like ranch. Had to tell my old hoes, bon voyage like I'm in France. Hey, now I eat hors d'oeuvres and get them served at my advance. Hey, fuck up on my face, please and thank you in advance. Hey, hey, I'm like, hey, yeah, you know the game. Ice all in my veins. Bitch, ain't nothing changed. I got money in the bank in a Roth IRA. Put the drinks on my tab and a bitch on my lap. And oh yeah, I go over anything like ranch. Facts. Think I want a yacht and a ranch. Yes. Hit the boulevard and hit my dance. Everybody wanna be a boss. После того, как все раннеры были обварены, их нужно было опять приложить к фланцам, фланцы, соответственно, прикрутить к блоку. Но перед тем, как обваривать уже раннеры с фланцами, нужно было сделать свод 4 в 1. Нужно было все вот эти вот раннеры, которые выходят параллельно друг другу, прихватить точно так же на точке. Так как нам надо свести 4 трубы в одну, в этом нам очень помогут вот такой шаблон. Он позволяет сделать правильный срез, правильную плоскость, чтобы все подошло идеально и очень долго с этим не морочиться. Без проблем сделать хорошую стыковку и свести 4 раннера в одну большую трубу. Так как 4 параллельных трубы внутри обварить невозможно, нужно было изготовить так называемую пульку. Она необходима для того, чтобы загерметизировать трубу изнутри и избежать завихрений, которые возможны при своде 4 труб в одну. После этого необходимо сделать внешнюю часть свода, которая позволит нам сделать переход с 4 труб в одну большую. Сделать его максимально плавным, чтобы внутри было все проварено, снаружи было все проварено, все это хорошо выглядело. Но так как нержавейка — это сволочь еще та, при сварке ее ведет очень сильно, с этим мы тоже столкнулись, и очень много проблем было, потому что ты обвариваешь одни раннеры, привариваешь к фланцу, делаешь свод, и так как у нас вот эти фланцы, они не единым блоком идут, да, не все 4 фланца в одном, да, вот 4 раннера, а идут по 2 сегмента. Соответственно, где-то их повело в одну сторону, где-то в другую сторону. И потом приходилось это все где-то надрезать, где-то заново сваривать, изменять геометрию. В итоге все справились, в итоге все получилось, и получилось очень даже неплохо. По итогу у нас получились 2 очень классных кастомных коллектора. Да, на это было потрачено довольно-таки много времени, на это ушло 3 недели, но работа сложная,
Места на самом деле очень мало, хотя кажется, то, что вот тебе рама отдельно от кузова, мотор стоит, все в доступности, но нет. Очень много нюансов, которые приходилось учесть при работе, но все решено, и на выходе получилось 2 очень крутых изделия. Итак, долгий процесс ожидания коллекторов наконец-то подошел к концу. Дима успешно выполнил мою задачу. Коллектора реально выглядят очень круто. Они весьма внушительные. Даже если их сравнивать с теми же американскими покупными Hetman Headers, эти куда более массивные, основательные, огромный фланец по толщине, соответственно, их не поведет при эксплуатации. И сейчас нам предстоит их поставить на тачку. Это, можно сказать, ключевой момент всего этого мероприятия, поскольку, я напомню, мы их делали именно для того, чтобы они туда поместились. Поэтому я иду под тачку и начинаю пробовать их установить. И Дима мне в этом помогает. Как мы ожидали, коллектора встали великолепно, тютелька в тютельку. Здесь даже осталось свободное место, чтобы без проблем смонтировать фланцы. Фланцы, кстати, у нас от наших друзей ShedSkill. Это V-бенды, самая крутая система крепления между собой выхлопа. И дальше пойдет прямая трасса, а где-то сзади разместятся компоненты, но это уже совсем другая история, друзья, поскольку там тоже придется попотеть, постараться, ведь у нас будет выход труб в пороге, и места под это тоже все там очень мало. Поэтому расскажем позже, а сейчас нам нужно будет попробовать установить коробку. Судя по инструкции, она просто так не встанет, будет задевать за кузов, поскольку в оригинальных мустангах TR6060 Tremec никогда не стоял. Но нам нужно будет сейчас просто отметить те места, в которые она не встает, и выпилить их. После этого мы изготовим специальные заплатки из металла и приварим их, сделаем все красиво, благородно, чтобы ничего не выделялось, не бросалось в глаза. Потом просто все это покрасим, и это будет как завод. Поэтому давайте приступим. Мы установили коллектора, коробку передач, карданный вал, порезали центральный туннель. И все это мы сделали сегодня. Уже ночь на дворе, но нам безумно хотелось посмотреть, как машина будет выглядеть на улице. И выглядит она потрясающе. Я напомню, это единственный проект в России и, возможно, в мире, когда Элеонору Mustang собирают на базе Roadster Shop рамы и мотора от современного GT500. Друзья,
Поэтому не жалейте свои лайки, комментарии и скидывайте эту ссылку друзьям. Здесь вы можете посмотреть видео о том, как мы собирали раму и красили кузов, а здесь вы обязаны подписаться на наш канал. И увидимся в новых сериях. Всем пока!